Здравствуйте, Алексей Михайлович. Здравствуй, Юра. Это наш сторожитель. Сторожил или как? Сторожитель. Как вас лучше назвать, Да, Алексей Михайлович? как назовешь? Вот. Ну, я тебе это... Вы 28-го года рождения у нас. Да, да. То есть, когда война началась, вам было 13 лет. 13 лет. 13 лет. Вы сами из Подольска. Нет, сам я из Меркулова, вот Арсеньевского района. А, вот. это Арсеньево, это 150 километров. Слушай, у тебя жена, по-моему, оттуда. Нет, у меня теща оттуда была. Да, теща. Теща, да. О, обожди. А, и жена. Жена. Но она здесь родилась. Да. Я когда с ней разговаривал, когда в банке работал. А, ты с бывшей женой вы да, разговаривали? Разговаривал. Вот. Разговаривали, мы же земляки, оказывается. Ну да. А ее мать, я Меркуловский, а ее мать, это, по-моему, Гамовская, по-моему, ну да. Деревня, да, рядом там со мной, оказывается. Я говорю, вы земляки Арсеньевской, деревня Меркулова моя. Вот. Но вы потом вот примерно родились там, это то есть Тульские вы наши. Я родился в Меркуловой деревне. Потом вы как-то в Подольске оказались. Потом отец уехал в Москву работать. А, в Москву. Вот. Потом он из Москвы перешел в Подольск. И мы там жили даже помню, была каршная система была даже тогда, в те годы. В те года была каршная система. Мы, если бы ты посмотрел, как мы жили, это ужас. Как эти котята, там барах нам дали ни окон, ни дверей. Нет, ну, 28-й год, 41-й. 41-й год, вам уже 13 лет. Да. И вас отец привез сюда, в Меркулово. Меркулово, это в Арсеньевске. То есть вы видели немцев? Ну как же, и наших видели. И наших. Я просто проезжал, вот, ну сколько я туда ездил, лет 10-15. Мы через Адоев же туда ездили. Где там памятник стоит, да, казакам нашим. Я на мотоцикле ездил даже так. через Адоев туда. Там же у меня жили родственники. Но немцы, наверное, мало было здесь. Ну и что? Вы в 13 лет, я, кажется, ну, очень это должны помнить были. Ясно. То есть вам не 5 лет, не 6 лет. Я все хорошо. Даже вот помню, вот так сижу я около дома, да, там, в Арсеньево, это, в Меркулово. На Меркулово. А идет немец, они у нас, значит, пришли, наверное, в октябре месяце. Вот. Это 41-й, октябрь. Да, оккупировали нас где-то в 41 году. Это уже немцы у нас в Меркуловой были. Вот. И идет немец, стемнелось, а он идет, котелок, вот и сейчас помню, котелок несет, это, ну, паюх, наверное, дали ему? Ну, уж, наверное, если вечером. На кухне, да. И хлеб несет. И его хлеб, вижу, упал. Упал, ёпта, ну хорошо, сейчас я хлебушку покушаю. И он ушел. О, я этот хлеб поднял. А тут соседский парень был, старше меня, 24 года. Его на 4 года, 17 лет. Ага, его в армию еще не брали, он еще молодой был. Я говорю, Коль, иди, хлебушку сейчас покушаем. И ломаем пополам, и сидим, видим. Смотрим, он со светом, и ищите этот хлеб. И со светом вот так идет с фонариком. Я думаю, хуй ты, мы уже его съели. Этот хлеб. Вот такое дело. И я там жил, значит, как получилось? Тут в школу мы пошли, я в школу в 6 класс. Еще немцы нас не оккупировали тут, но уже были в оккупации. И я пошел в 6 класс учиться там, в школе. Но уже немцев не было. Не, они еще... Они оккупировали нас, но в нашей деревне еще не были. Не было. То есть вы знали, что под оккупацией, но деревни... Мы ждали, вот-вот, подают, говорят, вот
Там Парахина деревня рядом, они уже говорят, что Парахина, там 5 километров, говорите, уже немцы Парахины. Смотрим, разведка на лошадях верхом, немцы. Приехали так, проехали по деревне. Ну их никто не трогал, наши отступили сюда, под Тулу. Под Тулу. О. Ну и тут пошли мы в школу. Как раз время-то. В школу надо, осень. Пошли в школу. О. Я смотрю, ребята выше меня. Думаю, ребят, вы что это? В 6 классе. О. Они по 2, по 3 года в одном классе в деревне, как вы жили в деревне, там так ходили. Не обуться, не одеться, не... Вот зимой мы вообще не учились. Ну снег куда разумшь пойдешь, на печке вот сидели всю зиму. Вот. А как лето, так мы идем. И вот нас говорит, ходил я в 1 класс, так и опять в 1 класс. И вот я, говорю, 3 года в 1 класс. Первый класс ходил. Это вот такой был у нас, да? Да, такой был у нас. Вот. Я говорю, о, ничего себе, на 3 года старше меня, и вместе учимся в 6 классе. Ну, он, наверное, умный, если 3 года в одном классе. Я особо не соображал. Да? Ходите, и все. Потому что тут что? Мы 4 были, это, у матери. Мать еще молодая, ей 35 лет. 35 лет, а 4 было у вас. У нас 4. А дедам уже по 80, около 80 годов. Вот. Я говорю, мам, я не пойду учиться. Уже мне тут, по-моему, к 14 годам исполнилось время-то. Я говорю, я пойду работать. Я начал с 14 лет работать в колхозе. В колхозе. Сеял, пахал, ну что там заставили. Ну, я знаю, вы же шахтер. А? Вы же шахтер. Ну вот. Вот как из Арсеньева потом вы попали сюда, в Кирейск, даже, ну, мы еще раньше с вами разговаривали, вот, улица Кирова, это, да? Да. Тут говорили, что немцы как-то были, ну, вы говорите, что не было этого. Нет. Тут, сюда я попал, знаешь, когда? В 55 году. 55-й год, да. вот. Это 10 лет после войны. Мне исполнилось 16 лет, и нас, вот, из Меркуловой, забрали в Хозово, через военкомат. Куда это? Где? В каком городе? Шахту у меня. Где учились? В Щекиной. А, в Щекино это было. Это рядом вот с нашим районом. Да. И туда, значит. А там, что это, нас сколько, 2 месяца поддержали, и, говорит, вашу школу расформировывают. И нас пешком, 16. Вот, Огарёвку слышал? Это 44-й год. 44-й год. Это Огарёвку слышал? Да. Вот оттуда мы пешком в Балаховку вышли. Вот, это Киреевский район. Ну, раньше это не Киреевский район. Раньше Дедиловский. Дедиловский был. Да. А там Балаховский район был. Вот, и нас в Балаховку пешком. Пешком. Да. А тогда даже не спрашивали. Больше на лошадях машин, какие машины? Машин не было. Ну, 44-й год, конечно. Да, там на лошадях больше общались. Вот. И я 10 лет Хозово отбыл там, в Балаховке. Закончил, сколько я, 9 месяцев там получилось, я был в этом Хозово. Вот. Расформировали когда, и в Балаховке закончил эту Хозово. И нас выпустили уже самостоятельные мы шахтеры. 9 месяцев отучились. Вот. И мы там, есть шахта, 22-я шахта в Балаховке. Вот 17-я остановка, 17-ю все знают. Ну да, 17 шахт. А 17 тут 3 километра в сторону. А на какой тогда обвал был большой? На 20-й. На 20-й, это рядом. Это 47-й год. 47-й год, это там очень много шахтеров погибло. 54 человека. 54, там Они задохнулись, они все целые, но они задохнулись. Это из-за того, что обвалы и не смогли спасти их, разгрести. Обвала не было, там пожары. А, пожары даже. Да. Стоп, наши шахты горят?
Но они, У нас глубина-то маленькая. маленькая, у нас 50-60 метров глубина всего. Ну да, да. Вот. Там обвалы были, ну так, незначительные. Незначительные. Один-два погибнуть там. Вот. А это в 47 году, помню. Как раз тут и реформа была, и деньги сменили. Вот. И на этой шахте там у них была циркулярка, пила. Пилили лес в шахте. А, в шахте Да, даже? Ну, разгоняли. потому что она, в принципе, наши шахты сырые. Там в нашей шахте надо бояться СО2, углекислого газа, грубо говоря. И вода. Да. Мы курили в шахте смелые. Да? Нас никто ничего. Когда вот это получился случай, ребята задохнулись, 54 человек, тут нам запретили курить. Все. Все. Да. Обыскивались. Я быстро. Когда спускаешься в шахту, тебе по карманам все. Шмонали. А мы все равно проносили и курили. Мы знаем, что тут у нас не взорвется. У нас Метана нет. метана у нас нету. Углекислота, и это боялись. Там, где выработки, тупики, там они Не проветривались. не проветривались, и там иногда были случаи. Вот, может, слышал, на 16-й шахте когда у нас погибли, вот, кто-то тоже отравились ребята. Вот. Так что там я отработал это в Балаховке 10 лет. И шахты стали вырабатываться наши. Вот. А эти вот, тут же руду добивали. Ну да, рудник-то был, вот этот, Киреевский. Угля тут уголь не добывали. Потому что вот даже вот эти вот карьеры, как, ну, прямо в Да, открытом они идут. Да, у нас дальше, вон, там на рудниках были. Также этот, в сторону Слободки. Да. Там же были все прям это перепахано. Да. Где были дачи, там же... Ну, тут руду добывали. И вот я в 55 году там выработали шахты, и я переехал сюда. Нас вот. перевели сюда. Тут уже 55-й, это вам уже примерно было 20... 55-й. Вообще. Так, 27 лет. 55-й. 27 лет. Во, 27 лет, да? Ну, 28-го Да, плюс да. это 55, 27 лет. У меня это, Вы уже женаты были? да. И Я сколько детей? рано женился, в 20 лет. В 20 лет. Да. Я сюда переехал, у меня уже двое ребят было. Двое ребят. Вот Нина. Нина Алексеевна? Да. И сын еще с 52 года. Вот Путин ровесник он как раз. Путин у меня сын. А, Если по блату обратиться, давай, скажешь, сынок, давай. ладно, не будем. Это наш президент, и не будем. Ну, конечно, зачем? Ну, просто сравнение. Я его так люблю, как сына своего, Да? да, Путина. Вот. То есть, Сыну моему ровесник был, он с 52 года. Он такой дипломат, он, наверное, прям с пеленок начал руководить страной. Он такой мужик толковый. Вот. И с 55 года, потом, это, Юра, в 55 году у меня уже было это 20 лет подземного стажа горного. Я уже в шахте отработал. а, ну у вас 1,5 шел или 1,2? Ну, один к одному как-то. Не, ну как, если у вас 20, если 44-й год и 55-й, 11 лет, это разница. Всего. Ну, А вы говорите уже 20. чего? Стаж. 12 стажа у меня, когда я сюда переехал. А, ну 44-й, это 55-й и 56-й год, значит. Да, у меня было 12 лет, А, когда я сюда переехал. все, 12 лет Да. стажа. Отработал я почти 3 года. Да. Я это подсчитал, грамотно был, блядь. Я все-таки 5 классов кончил. 5 классов! Да, да, Представляете, 5 классов. да. 55-й год, это круто. Да, я до этого кончил. Вот. Я подсчитал, думаю, слушай, мне хватит это на пенсию пойти. 10 лет. У меня 12 лет стажу. Ну да. 10 лет, а мне положено, может, 10 Ты лет, даже... уже могу на пенсию идти. Ну у вас есть это как, работник тыла или как это звать? Да, да, все у меня там. То есть вы же в 44-й, 45-й вы работали в шахте. Да.
Там, наверное, механики-то никакой не было, наверное. Механизмом. Да, Техники? лопата. А, ну лопату не, и у нас и комбайн был. А, был комбайн? Да, уже тут пустили у нас вот. И То есть электрический? Да. И групп машина у нас была. Вот. Так что, То есть мы не такая уже больно отсталая страна да, была. да, мы и лопатами, все там у нас было, всякая техника. И комбайны были. Техника, она как была довоенная, она сохранилась вся. Сохранили. Да. Даже вот то, что немцы были, оккупация, Да. она все равно сохранилась. Сохранились, все шахты сохранились. Вот. У нас не взорвали, ну, в общем, не вредили они, немцы. Как было у нас шахты? Может быть, просто они не успели. Ну, не успели, конечно, их турнули отсюда. Они тут немножко были, и это, Да. как говорится. И наше правительство, наверное, понимало, что уголь-то нужен стране. Ну да. А их только отогнали, и уголь сразу пошел. И сразу уголь. Начали работать. Вот. Тут в тылу старые шахтеры специально оставляли старых шахтеров. Они, Кто знал вот эти шахты? да, на них была бронь. Мужики работали, они нас обучали еще, подучали. Мы, что мы там, придешь, пришел, да ушел. Ну, а они все-таки нас подучили, и мы начали трудиться, как положено. Мы же трудились, тут девки с Курска наехали. Да. Знаешь, девок было полношатка. Именно курских. Да, курские. Ну, оттуда, когда немцы столкнули, их сюда пригнали. И мы вместе с ними работали. Они нас прозвали нас лейтенантами. Девки, они старше нас. Да. А мы пацаны, что по 18 лет. Лейтенанты, давайте сюда. Молодые, да? Ага. С ними мы трудились. И вот я, значит, в 58 году рассчитался шахтой. Поехал в деревню. Это куда, в Арсеньево? Да. У меня там дом был. Это, ну, там квартиранты жили в моем доме. Думаю, дом у меня есть. Вот. И я, хватит. Хватит. Ну, тяжелая работа все равно, да. в шахте. И я работал там 2 года. Да, 2 года я работал. Меня поставили бригадиром. Ты знаешь, что в начальника влез. Понимаешь? Где? Ну, это, в деревне. В деревне. Ну, ты, наверное, самый образованный, 5 классов был, да? Ну, а я какой-то был, не брал ни чужого, ничего. Что Но- мне дали, то все. Хорошо. Ну, я, Это А по я- вашему дому и по забору здесь все видно, Да. что вы слишком да. честный они, парень. Они поняли, что я честный. Стали мне доверять. На базар мне посылали, там была одна машина, робота выскочили. Да такие же. Ебать, короче. Вот. Вам 90, а мне там 50 такие же. Да. А мне ни одного зуба Не, ну у меня свои еще. А у меня ни одного, блядь, ни снизу, ни сверху. Не, ну извините, мне 50, а вам 90. Да. Разница-то, Да. И как и этот, ну может быть что-то случилось, ну я не знаю, может быть у меня просто ДНК не такое. Ну, Юра, Но все равно вы красиво улыбаетесь. ну это я, знаешь, сегодня я обычно каждый день их вытаскиваю, промываю и Ну, всё. вот, и- Вот. А вчера я говорю, не буду вытаскивать, блядь, надоели. То и дело вытаскивать. А сейчас вот на целый день не хватает. Не хватает. Да, Согласен с вами. Выскакивают. Ну ничего. И вот я 2 года отработал там. Вот она. А? Красивая девушка идет. Ладонька. Не знаю. Ну, У тебя прям просвет такой, всех видишь. Ну да. Это сейчас вот дождь закидала, а то еще тут было видно. Ну, как ты сюда попал? Вот мне интересно. Вот Улица Кирова, вот вот и как она была? Сейчас- Потому что вы живете с момента сдачи этого дома. Вот это. Нет, Правильно? нет. Сейчас я тебе расскажу, все в порядке все. Я там в деревне отработал 2 года. Ты понимаешь, выбрали меня депутатом поселкового совета, Вот. бригадиром, ёптуник, я совсем Молодой. вырос за 2 года, я считаю вырос, понимаешь?
И все вот у меня... То есть из народа вы были? Да. И все у меня, значит, получалось 31 год, что ли, всего. Возраст был в то время. Вот. Я-то хорошо устроился, а жена, в чем свет, знаешь, в колхозе какая работа. Иди доить корову, там убирать туда-сюда. Вот. Ей трудно было. Она... А мне уже 3 ребят было. О, трое даже. Да. Я Ну, здесь... ночами телевизор ты не смотрел, я видел. Да, Да? работал. Я ночью днем. Вот. А, у меня... Это, как это? Ударник труда. Да. Когда переехали мы сюда, вот, с Балаховки-то, Ну. у меня здесь родился сын еще. А, еще. Третий, понимаешь? Вот этот Путин, который у меня один 52-го года, дочь мне с 48-го, а сын с 52-го, Путин ровесник. Он у меня умер, я похоронил его. Вот. И с 57-го года родился еще. Это фестиваль. 57-й год. Да. Москва. О. И вот я, значит, уехал в деревню, рассчитался отсюда, устроился там, я сразу вырос, в начальника попал. Ну ничего. И депутатом выбрали, и бригадиром. Вот. Ну, она мне и толкует, жена там. Слушай, вот ты устроился, ты хорошо, вот не работал, ничего. Я верхом сяду, мне лошадь была, специально прикреплена для меня лошадь. Я ездил, пешком ходил по полям, ее туда-сюда, сколько надо. Там народ работает, там народ. Везде надо Успеть. посмотреть. Вот, а я на лошади ездил. Вот. И она мне говорит, ну, я так больше не могу. Ну, я понимаю, трудно ей надо. Аннушка, я говорю, Аннушка, она Аннушка у меня. Аннушка, ладно. Знаешь что, поедем опять в шахту. Понимаешь? То есть, Это получается 60-й год. то есть вы уже стаж имели, это имели, ну, Да, как говорится, стаж у все. меня в запасе был уже. То есть вы из детства работали уже в шахте, ну так, Да, ну, прямым текстом. Если я дожил бы до 50 лет, Ну, там, в деревне, то все равно вы получили я, бы. шахтерский стаж у меня уже был. Я получал бы шахтерскую пенсию. И вы возвращаетесь обратно сюда, Я Кирейск. Да, приезжаю опять в Кирейск сюда. Вот, тут у меня и квартира была, да, я тут, я рассчитал, что тут у меня квартира хорошая была. Вот. Так, приехал, и мне сразу, а тут мне все знают, а я еще коммунист был, я в то время. И еще в партии да, вы были, да? Да. О, И депутат. Да, у меня документ был. А потом они меня тут тоже выбрали депутатом. Уже здесь, Дедовского, да? Городского совета. Городского. А, тут уже Кирейск уже городом был. Да. И вот, и я, значит, опять устроился. Это дело было 60-м, какой же, 60-й год. Начало 60-го года, в 59-м году. Ну и мои родители где-то в 60-х годах сюда Вот, приехали. да. И я приехал сюда. Правда, мне быстро квартирку дали. Он в этом 35-й дом, он по Ленина, там угловой он. А квартира была на первом этажу, сырела все время. Жена говорит, ну ты дали тебе квартиру, да? Депутат, коммунист. Ну, как я понимаю, вы не выпрашивали. Не Вам выпрашивали. дали. Нет. То, что дали, дали, И все. все, я доволен был. Ну, а что, Сразу квартиру дали, дали. все. О. И, значит, что? Ну, 2 года я там, а ребята, они знакомые все были, и это парторг был, и шахтом, все знали, как коммунисты, и все, и давношний шахтер, они меня знали, как я шахтер. И что, во время войны вы работали Да, шахтером? да. И, значит, что, вот эту улицу, значит, в 56-м году ее делали строили вот эту улицу. Какой? 56-й год. 56-й? Да. А я в 60-м жил там. Ну и тут
начальник участка жил в этом доме. Вот в этом? Ага, в этом. Или ваши вот это? Вот в этом доме. Начальник участка. А тут одно... Фамилию ты не помните? Захаров. Захаров. А они вон, еще ребята там, Ксюша ее, в общем, Захаров. О. И тут вот по этой стороне вся начальство жила. А с той стороны работяги, вот там тень, а тут солнце. Ну, давай это. Это так получилось. Так получилось, да. Получилось, наверное, это первое строилось, Привет. а потом это вторая строилась. И просто Они уже... из одного Ну, то есть, начальники и рабочие я так. жили, Ну, начальники тут это, надзор, а там рабочие. то есть, не то, что одни начальники, и рабочие, простые рабочие, как и вы. Да. Ну, вы небольшим начальником-то были. Никаким, я никаким начальником не был. Вот кем вы работали, когда получили эту квартиру вот в этом доме? Работал на Валохрипелишком, посадчиком, потом взрывником работал. Но Даже взрывал еще. Да, я взрывником 3 года работал. Вот. Все профессии прошел, посадчиком. Вот, А что такое посадчики? Это... Которые в подвале эти, обвал делают. Вот. Все профессии прошел я. Вот. То есть и я своим в банке поработал. Да, да. Вот. А это уж я на пенсии был, когда в банке я отработал в водоканале 11 лет. Потом к вам попал. Мне дочка говорит, пап, вот там вот это Не, ну, можно устроиться. хороший заход. Я с вами работал, отлично. Да зарплата там, она маленькая. Ну, она маленькая. По тем временам все А мне хватало вот такого. То есть пенсия шахтерская. Да, 160 рублей пенсии получал, и 140 я у вас зарабатывал. То есть хватало. А тогда ограничение было не больше 300 рублей, чтобы, Даже вот так. чтобы заработок был с пенсии. Ну, то есть и работа, в принципе, тихо, спокойно.